Друзья, всем привет, добро пожаловать на канал у меня в Канаде. И в этом видео я хотел бы поделиться с вами моей новой работой. На данный момент я работаю в Restoration Body Shop. Это такой, можно сказать, рихтовочный центр, грубо говоря, да, когда вы получаете какой-то удар машины, вы едете в рихтовку и вам там все дело это восстанавливает. Но интерес в том, что я работаю не в обычном бодишапе, который восстанавливает автомобили, которые вы видите в повседневной жизни, да, скажем так, а я работаю с эксклюзивными автомобилями, которым по 20, даже не по 20, я 20 еще не видел, в основном 30, 40 и 50 лет. То есть это легендарные автомобили из 60-х, из 70-х, которые требуют полной реставрации, либо, скажем так, частичной реставрации, то есть там на 75%, на 50%. Что я имею в виду, это, допустим, без подкапотного пространства, без полного разбора, без вытягивания, скажем так, двигателей и запчастей. Об этом, обо всем я вам покажу в видео. Также покажу вам, сделаю такой рум-тур по бодишапу. Покажу, чем я занимаюсь и самое интересное, над какими автомобилями я работаю. Ребята, не хочу долго затягивать со вступлением, поэтому поехали к шапу. Я вам сейчас покажу, как он выглядит и что мы там делаем. Погнали! Вот так вот выглядит шап снаружи. 4 ролеты открывающиеся и вот такой вот вид. Красота! Сегодня буду работать над вот этой машиной. Сегодня мы приехали своей командой и будем работать над тачками. Тут у него такая еще машина стоит, а вот такая. Будем вот эту тачку делать. 6 недель и уедет отсюда. Вот. Проект на 6 недель. У нас будет 3 человека работать над ней, так что я думаю, что мы быстро ее закончим. Ну как, быстро. За месяц закончим. Вот так вот. Следующая будет вот та. Но та на полгода где-то у нас будет становиться, потому что там жестко. Там внутри прям труха. Тут еще как-то более-менее. Там внутри сейчас покажу. Тут вот так. Салонами мало вообще. И тут дыры. Так, сейчас занимаюсь сниманием фар. На этой стороне уже снял. Сейчас осталось на этой стороне. Также сегодня крыша по плану. И сегодня по машине подготовил я немного эту сторону и ту сторону. То есть примерно будет в такой кондиции до того момента, пока мы не начнем смотреть плоскости. То есть тут кажется, что металл он ровный, но на самом деле он идет все волной и горбами. Вот, поэтому то есть, нужно будет смотреть. Возможно, нужно будет здесь убирать прям до металла. То есть этот момент мы еще посмотрим. На данный момент здесь я оставил только, сошлифовал до грунта
Это грунт, это не краска. Вся краска уже на полу. Вот. И сегодня по плану доделать крышу, потому что она вся в такой мазуте, поэтому нужно будет доделать. Вот. И все. Будет супер. Супер пушечка будет на сегодня готова. Да, такие вот планы на сегодня. Делается все медленно, но делается. Допустим, эту фару, чтобы снять, меня заняло 20 минут. Может быть 30. То есть, потому как оно все старое, оно все на герметике. И оно все, естественно, уже 300 раз доделалось, переделывалось. Очень много всяких было моментов. То есть, допустим, вот на этой машине он снимал бампер вчера весь день. Чтобы вы понимали, снять один бампер заняло весь день. То же самое вот сейчас с крылом. Он уже 20 часа снимает одно крыло. Простите, потому что они, канадцы, они чинили эти машины, да, вот если у них сломалась машинам куча лет, и они там где-то болт спилили, где-то саморез спилили, и найти это все очень тяжело. И плюс нужно снимать все очень осторожно, так сказать, чтобы не повредить то, что осталось от автомобиля. Поэтому это немного тяжело. Вот. С этой стороны то же самое ситуация. Здесь будет пока оставаться, будем смотреть. Здесь у нас нужно было слезать до металла, чтобы посмотреть состояние самого металла. Потому как видите, здесь есть дыры, и нужно было понимать, что нужно будет вываривать, что нужно будет оставлять. Вот. В принципе, состояние хорошее для 65-го года. Вообще прям супер. Спустя это время уже прошло 10 ровно дней. Я вам хочу показать изменения над автомобилями. Это у нас Buick Riviera. Его состояние выглядит на данный момент вот так вот. Он зачищен до металла. Сделана крыша, полностью почищена. Видите, да, что она аж блестит. Потому как на предыдущих видео, я думаю, вы видели, что там была как такой черный герметик. Сейчас все блестит, нет стекла повырезали стекла, почистили здесь проемы. Салон вот так вот выглядит, точнее не салон, а пол, он будет меняться, вырезаться будет новый. Вот. На данный момент мы сейчас работаем больше всего над этим автомобилем, его нужно закончить примерно через месяц. Сейчас уже идут сварочные работы, частично будет эта сторона перевариваться. Ну, не сторона, а вот эта часть. Здесь уже немножко подварили арки. Раз, два, вот 3 латка. Вот. И также это у нас Chevrolet Camaro 81-го года. Вот, вытянули уже двигатель, подрамник тоже уже он откручен, он там на домкратах стоит. Здесь тоже опять-таки будет замена пола, ликвия его. Поэтому работаем с тем, что есть. Вот. Этот проект, кстати, рассчитан на 5 лет. То есть человек сказал, что примерно он хочет его закончить за 5 лет. Наша же работа примерно закончится за 3 месяца. Мы подготовим эту машину, полностью переварим, покрасим. А потом уже в дальнейшем будет перешиваться салон и так далее. То есть подготавливаться все по фэншую. И он говорит, что у него примерно затянет это на 5 лет проект. Не знаю, почему так долго. Не спрашивайте меня. То есть я не знаю. Кстати, по полу хочу сказать. Человек заказал пол. Вот он, кстати, стоит. Стоимость такого пола обошлась ему в $600. Он абсолютно новый. Представляете, то, что завод на данный момент выпускает такой пол по сей день, который можно взять абсолютно новым. То есть он абсолютно новый. Это заводской пол, который можно на данный момент купить. Стоимость его была $600. И интересно то, что доставка его обошлась клиенту в $800. Или 800, или 900. То есть в 2 раза больше. Вот так вот еще вам покажу, как он выглядит. Camaro Depot. Фирма, походу, называется, которая доставила его или которая его изготавливает. Ну и так же, как я вам изначально сказал, перед этим сказал, что мы потратили на все это 10 дней.
То есть можно рассчитать так время, что 5 дней ушло у нас на разбор и подготовку той машины, и 5 дней ушло у нас на вот этот автомобиль. Может быть, кто-то подумает, блин, почему так долго, да, я бы там разобрал за 2 дня. Проблема таких автомобилей в том, что машины очень старые, и у них очень много, так сказать, проблем при разборе запчастей, потому что чаще всего крылья просто прикручены где-то к металлу, скрыты какие-то болты, потом это еще со временем все это чем-то задували, болты скрыты, их не видно, а при том, когда мы это все снимаем, это будет второстепенно использоваться, скорее всего. То есть мы на данный момент еще не знаем, возможно, будут какие-то запчасти заказываться новыми, какие-то будем использовать те, которые мы снимали до, то есть старые. Поэтому, чтобы не повредить их, приходится тратить очень большое количество времени на то, чтобы все это дело снимать. Вот. И по поводу цен, да, то есть вообще как считаются здесь такие проекты, приходит человек и оглашает свой бюджет и говорит, что вот у меня, допустим, есть 10-15 тысяч, и я хочу увидеть на эти деньги вот то-то, то-то, то-то. По этому проекту как бы у нас никакого как бы стопа нету, нам платят почасовку, мы работаем. Нам приходит хозяин этого автомобиля, он тут недалеко, так сказать, живет, и он бывает у нас частенько, он просто приходит и говорит, что давайте сегодня сделаем то, давайте сделаем это, и платит нам почасовку. То есть для него этот проект, как я уже говорил, примерно на 5 лет. То есть он особо не торопится, но и нам, естественно, чтобы здесь долго этот автомобиль не стоял, то есть мы тоже пытаемся как-нибудь найти, так сказать, способы, чтобы сделать это побыстрее. Вот. С этим же автомобилем, с Ривьера, у нас все идет немножко по-другому. То есть у нас есть оглашенный бюджет. Бюджет на этот автомобиль у нас, по-моему, в районе 10-15 тысяч долларов. И скажу так, что это вообще считается очень маленьким бюджетом на такой проект, потому как приходил человек, который делал похожий автомобиль, тоже от 0 и до 100%. То есть вообще просто вот со скелета, с драных дырявых полов до того, что было все сверкало, подкапотка сверкала, был новый салон и так далее. У него ушло, он говорил, от 40 до 50 тысяч долларов. Поэтому он говорит то, что ребята пришли с бюджетом 10-15. Он говорит, я, конечно, сомневаюсь в том, что этот автомобиль за 15 тысяч будет полностью, так сказать, поварен и покрашен. Но мы делаем все возможное, мы стараемся, чтобы уложиться в этот бюджет и отдать клиенту уже, так сказать, автомобиль поваренный и покрашен. То есть, как бы не знаю, как это происходит, но происходит на самом деле так же, наверное, как и в Украине. Приходит человек и говорит, покрасьте мне за 700 долларов. Ты берешь ему и красишь так, как ты можешь на 700 долларов. То есть на данный момент мы делаем все возможное для того, чтобы успеть в этот бюджет. Вот так скажу. Но, опять-таки, сумма озвучена в 40-50 тысяч. Это, естественно, за весь автомобиль. Это за разбор двигателя. Тут будет все пескоструено. Каждая деталька будет сверкать. Ну, обычно, знаете, как на выставках эти автомобили показываются. Вот это был бы тот автомобиль за 50 тысяч. Здесь же у нас, получается, под капотом и настолько все это не будет сделано, потому что владелец сказал, что он будет сам этим заниматься. Поэтому наша задача в эту сумму вложиться только поварить и покрасить. Вот как бы так. Здесь с этим же автомобилем тут все по-другому. Здесь каждая деталь по возможности будет новая. Ту, которую мы можем использовать повторно, будет она использована. И также и двигатель здесь идет полностью на переразборку. Здесь будет капиталка, здесь будет пескоструиться каждая деталь, которая вообще возможна. И будет приведен в порядок подкапотное пространство. Ну, то есть спрятаны какие-то провода висящие и так далее. То есть это будет именно вот машиной, нельзя сказать для выставки, то есть человек делает ее для себя, для души, но вот это будет такой экземпляр, на который вы открываете, и вам будет очень приятно на него смотреть. Будете получать удовольствие, просто даже смотря на этот автомобиль. Да, в общем, ребята, вот так вот. Я думаю, что я рассказал вам всю информацию, которую владею на данный момент. То есть мы сейчас в процессе работы. Работа мне нравится, потому как я близок к душой, скажем так, к автомобильной тематике, поэтому на данный момент мне нравится такой перерыв, скажем так, в моей основной работе покрасчика, поэтому
В ближайшие 2 месяца я буду работать вот с этими автомобилями, и я думаю, что через месяц мы уже закончим вот этот проект, мы его уже поварим, покрасим, потому как вы видите, здесь уже все приходит в порядок. Это, кстати, металлическая шпаклевка, она реально как из металла сделана после того, как она накладывается. Здесь сейчас вырезается кусок, будет навариваться, и здесь тоже, тут файбергласс наложили, а здесь получается металлическая шпаклевка. На данный момент выглядит оно, конечно, все кажется стрёмно, но будет зеркало вообще. Да. Выгляжу я на этой работе вот примерно вот так вот, с респиратором постоянно, и шапку одевали, потому как все летит, постоянно шлифуешь и немножко грязновато. Ребята, еще такой момент, если вам что-то интересное я упустил, не снял или что-то не рассказал, пишите мне в комментарии, я обязательно отвечу, так как это видео я готовил примерно вот уже 10 дней, поэтому я каждый день что-то подснимал для вас, чтобы вам показать, поэтому я уже не помню, что конкретно я говорил, где-то что-то мог упустить. Если вас что-то интересует, пишите в комментариях, если вас эта тематика интересует с автомобилями и дальнейший процесс, так сказать, вы хотите увидеть, как все это дело у нас выйдет и получится на выходе, какой автомобиль. Дайте мне тоже знать в комментах, ставьте лайк, если вам понравился этот видос, и увидимся с вами в следующих видео. Берегите себя, ребят, и до скорой встречи. Пока!